Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко. Дача, сад, огород, цветы. Мира и добра вам. Ну и по вашим заявкам мы сегодня подготовили агрогороскоп поливов на июль уже 2022 года. Время киевское. Да, уже июль, вот-вот уже подбирается к нам поближе. И мы должны знать, когда наши растения нельзя поливать, когда им вода в пользу, когда можно добавить подкормочку. Давайте рассмотрим эти все важные дела, в какие дни мы можем сделать, что лучше для растений. 1 и 2, а также 3 еще до обеда поливы бесполезные. Растущая луна будет уже находиться в знаке Лев. Это знак стихии огня. Поэтому здесь поливай, не поливай, растение не воспринимает воду. Зато уже после обеда, после 16 часов 3 июля, 4 июля и 5 июля – это дни нахождения Луны в знаке Земли, стихии Земли – это Дева. Естественно, здесь прекрасно будут эффективны и поливы, плюс подкормочка. Вот то, что многие мечтают провести подкормки, смотрите, как удобно. 1, 2 и 3 вечер можно за 3 вечера провести подкормочку и поливы для наших растений. И вот наступает очень опасный период, это 6, 7 и 8 рано утром. Это время нахождения растущей Луны в знаке Весы, это знак стихии воздуха. Дыхание – это время дыхания. И если поливать, корни задыхаются, начинают гнить. Растение уже постепенно, оно практически не восстанавливается, постепенно желтеют листья, бледненькое, и все нападает на него, и болезни, и вредители. Поэтому будьте внимательны, в это время нельзя поливать. Ну а чтобы в жару можно проскочить вот этот период, есть мульча, мульчируйте почву и никаких проблем нету. Зато уже 8 июля после 9 часов, даже после 8:30 уже можно начинать поливать растения. Поливайте, и очень хорошо даже под мульчой можно поливать, главное, чтобы была теплая вода. И это можно будет делать 9 июля и 10 июля еще до 11 часов. Но после 11:35 Луна перейдет в знак Стрелец, и, естественно, в Стрельце, в знаке стихии огня, здесь поливы бесполезны. Но здесь не так страшно, если переход идет от знака корня до знака цветка, знак Земли и знак стихии воздуха. Поэтому здесь поливы бесполезны, ваши утренние поливы не окажут никакого плохого воздействия на растения. Поливайте 10 утром, вечером откажитесь от поливов 10, 11 тоже нельзя поливать, поливы бесполезны. Ну и 12 до 12 часов тоже поливы бесполезны. Затем время в Козероге, знак стихии Земли, прекрасное время для поливов, оно начинается после 12 часов 12 июля и 13 июля. Вот эти, короткий все-таки период получается в Козероге, но здесь у нас переход еще можно рано утром, очень рано, где-то в 2-3 часа, 4, 5, 6, потому что от 11 часов отнимаем 6 часов, и вот получается до 5-6 часов утра еще можно провести полив. Это еще время Козерога. Затем переход идет в энергии Водолея, а это знак стихии воздуха 14, 15 и утром 16. Здесь нельзя поливать, опасно поливать для растений. Ну а уже после 11 часов 16 июля в Рыбах поливы прекрасно пройдут, они будут эффективны. И эффективны будут 17 и 18 до 14 часов, до момента перехода знак Луны это уже, кстати, будет убывающая Луна, будет переход Луны из знака Рыбы в знак Овен. 14-19. 18 июля, 19 и 20 июля до вечера
поливы бесполезны. Овен, стихия огня. Зато вечером уже 20-го луна перейдет в знак Телец. Прекрасное время начинается вечером поздно, можно поливать и подкормку проводить 20, и 21 и 22 поливы и подкормки. Эффективны и полезны для растений. Но всегда после вот этого периода позитивного, всегда после дней Земли наступают дни стихии воздуха. Но вот этот период начнется 23-го в 8:12, поэтому можно вечером хорошо 22-го и полить, и подкормить растения. А уже утром 23-го, 24-го в это время нужно обязательно вспушить землю, дать дыхание растениям, для того, чтобы корни не задыхались. Ну и вот этот период опасного полива будет 24 и 25 будет продолжаться. Вот он у нас, 25 число, вот этот период, до 20 часов 55 минут. То есть 21 часа уже в стихии воды можно в знаке Рак поливать растения. И это можно будет делать 26-го, 27-го. И рано утром еще и 28-го, потому что будет переход в знак Лев в 9 часов 37 минут. Но затем поливы бесполезны 28-го к вечеру и уже к обеду. Это все бесполезно 29-го и 30-го. Зато вечером уже 30-го в 9, в 21:12 переход вот этот замечательный для того, чтобы можно было и поливать, и проводить подкормки для растений. И это можно будет делать еще и 31-го поливы плюс подкормки. Здесь очень сложный энергетический период для растений. 28-го у нас будет новолуние, поэтому еще больших объемов подкормок не используем. И уже чуть-чуть позже, через пару дней, в начале августа, можно будет заниматься, ну, естественно, сначала после знака Девы будет вход в знак Весы, а затем пойдет время, когда можно уже использовать полную меру подкормочки. Но можно использовать вот 30-го вечер, 31-го, ну и 1 июля, 1 августа, прошу прощения. Мы будем об этом говорить уже позже, в других наших агрогороскопах на август месяц. Ну вот осталось сделать только скрин. Я сейчас вот так вот закреплю это изображение. Делайте скрин. Ну а мы, авторы канала Раиса Горяченко и Александр Волик, желаем вам мира и добра, желаем вам благодатной погоды, здоровых растений, ну и вам, самое главное, здравия и вашим родным и близким. До новых встреч на нашем канале. Пока-пока!